Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Крутюб, Telegram и смотрим интересные видео мастер-классы абсолютно бесплатно, которые выходят через день. А сегодня у меня вот такая работа. Идея для пледа или может быть покрывала. А может быть это у вас будет просто украшение, какой-нибудь коврик на полу, допустим, или подставка под горячее. То есть очень интересный мотив, который присоединяется. Всего 2 рядочка, во втором ряду присоединяется. Можно связать в один цвет, можно в 2. Тут уже на ваше усмотрение. Смотрите, вяжите с удовольствием и пишите комментарии. Вот такие красивые мотивы у меня есть. Мы с вами вязали такими мотивами шаль. А сегодня я хочу предложить связать плед. Мотивы вяжутся отдельно. По цвету можно, да, понимать. Давайте свяжем просто мотив для начала, а потом его будем присоединять. Вяжется очень просто. Кольцо. В кольцо мы набираем 3 воздушные петли. Это первый столбик и второй столбик. 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8 воздушных петель. В кольцо провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, немножко кольцо подтянем, 1 и 2. И еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 столбик с одним накидом и второй. Еще немножко кольцо подтянем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще 2 столбика с одним накидом. Это у нас вот такая будет основа. Вот 4 группы из 2 столбиков и между ними 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте кольцо вообще затянем. 8. И вот в самый первый наш столбик. Соединительный столбик делаем. Вяжем 1, 2, 3. И за большую воздушную арочку провязываем второй столбик, третий, 4, 5, 6. 6 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петельки. И еще 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков с одним накидом. Теперь находим столбик, не первый, а второй. За второй столбик, прям за него, нам нужно провязать 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем к себе второй столбик. Вот он у нас. Их же 2 было. Мы связали сначала за второй, и теперь за первый. 1, 2, 3, 4. Провязали. Еще раз поворачиваем и находим воздушную арочку, которая была, где у нас наши столбики. И за эту арочку провязываем столбики. То есть мы с вами связали лепесток и вот завиток такой. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6. И воздушная петля. Дальше все вяжется аналогично. 2 воздушные петельки, 6 столбиков. За первый столбик 4 и за второй. Вот такая вот финтифлюшка получается. Вот. Все вяжется одинаково. Но если мы хотим присоединить, то мы берем наши мотивчики и присоединяем вот сюда.
за первый лепесток, там, где воздушные петельки. У нас была одна воздушная петелька, вторая. Мы довязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков. Первый столбик пропускаем, за второй вяжем 4 столбика. Наш завиток. 1, 2, 3, 4. 4. Так. Поворачиваем по спиральке по кругу. Делаем накид и провязываем первый столбик, тоже 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Провязали, опять закруглили, и у нас прямо за завитком воздушная арочка. Провязываем 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и 6. Воздушная петля. Вот такая красота у нас с вами связана. Первый лепесточек мы провязали сам по себе, второй присоединили, третий сейчас присоединим между сиреневым и серым цветом в центре, прям в центр. Подхватываем крючок и заводим туда петельку. Делаем воздушную петельку. Вот наша арочка. Продолжаем вязание. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот что у нас получается. 6. Вяжем спиральку и выходим на последний лепесточек. Вот такая красота мне получилась. Я провязала мотив, в одном месте присоединила и во втором, потом просто довязала. Теперь наша задача усложняется. Нам нужно здесь, во втором месте и в третьем сделать присоединение. Что мы делаем? Мы провязали основу, 4 столбика и 8 воздушных петель 4 раза. И 6 столбиков с одним накидом и воздушная петелька. И начинаем присоединять. Начинаем присоединять вот с этого листочка, уголочка. То есть в сам листочек вводим крючок, делаем воздушную петельку и довязываем наш лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не за первый, а за второй столбик 4 столбика с одним накидом вяжем. Прям за стеночку, за сам весь столбик. 2, 3, 4. Поворачиваем по кругу. Вот наш второй столбик, мы его находим. И за него провязываем еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. По кругу. Разворачиваем опять к себе. Завиток завершаем. И сразу за завитком у нас воздушная арочка идет из 8 воздушных петель. Мы вяжем 2, 3, 4, 5 и 6. И воздушная петля. 6. Разворачиваем мотив лицевой стороной. Поворачиваем наш мотивчик, как он должен сложен быть. Вот так, да? И теперь в центр 3 лепесточков, в центр 3 лепесточков нам нужно ввести крючок и наш серый лепесточек. Воздушную петельку не забываем. Довязываем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
не в первый, а во второй столбик, да, вкалываем крючок и провязываем 1, за второй столбик 2, 3, 4, поворачиваем по кругу, второй столбик цепляем и провязываем еще 1, 2, 3, 4. По кругу поворачиваем, завиток наш делаем и за завитком сразу находим воздушную арочку. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ровно половинка нашего листочка и воздушная петля. Опять раскладываем наш мотив и понимаем, да, что вот у нас еще уголочек. Нам нужно сюда провести крючок, воздушная петля и довязать лепесточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. За второй столбик 1, 2, 3, 4. Разворачиваем. 1, 2, 3, 4. Так, наша ниточка тут. Опять разворачиваем завиток. И вот у нас последняя арочка осталась. Наша задача ее провязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, мы с вами соединили, и последний лепесточек осталось довязать. 6 провязали, 2 воздушные петельки и еще 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6 провязали, находим второй столбик и за него провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем, находим второй столбик. 1, 2, 4. Завиток наш, вот он последний. Все, ниточку убираем, все ниточки наши прячем и получаем квадратный мотив. Что хорошо в этом мотивчике? Можно в любую сторону делать наращивание. Можно провязать прямоугольник, можно связать квадрат, можно связать однотонные или цветные. Тут на ваше усмотрение, как вам понравится. Я сегодня показала идею очень красивого мотивчика, как они соединяются. Напомнила, да, наш мотив. Мы его уже как-то вязали. В однотонном цвете он еще интереснее смотрится. Вспоминаем, как я вязала шаль. Но и как идея для пледа, я думаю, она шикарная. А как вам кажется? Обязательно пишите комментарии. Огромное спасибо, если у вас хватило терпения, вы досмотрели ролик до конца. Он коротенький, он несложный и, надеюсь, интересный. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram и смотрим видео мастер-класс, который выходит через день. До новых встреч!